Всем привет с Ирландии. Многих сейчас интересует вопрос того, как Ирландия впускает украинских беженцев. В смысле, что происходит на таможне. Мы слетали, отдохнули на Тенерифе. И вот я расскажу, как мы въезжали, да, что нас спрашивали на Канарских островах. И потом, когда возвращались, что у нас спрашивали, какие документы требовали в Дублине, да, в Ирландии. У многих сейчас такая ситуация, что кто-то получил ARP-карту, но не получил желтый лист. Кто-то вообще ничего не получил, у него только заявки. То есть, и вот интересна вот эта ситуация, да, как вообще быть, что делать, что спрашивают, впускают или нет, будут ли какие-то проблемы, либо все в порядке. Я вам расскажу, покажу, что спрашивали, что мы отвечали и вообще как это все у нас происходило. Волноваться не нужно, в принципе, все в порядке, все нормально, никаких проблем таких не было, но изменения все-таки были, потому что мы за 3 года проживания в Ирландии уже как бы попутешествовали, да, уже, получается, 3 раза были на Канарских островах, 2 раза на Гран-Канарии, 1 раз на Тенерифе, и раз мы ездили еще в Египет, плюс в Польшу ездили, в Краков 2 раза. Короче, мы полетали за эти 3 года достаточно, да, и я могу уже с уверенностью судить, что-то изменилось или нет. И скажу, что да, изменилось, теперь стало более жестче, реально проверяют, смотрят, конкретно все сверяют, проверяют, то есть все-таки, когда мы первые разы летали, вообще даже эти желтые листы просто вот так вот доставали. Ага, 3 человека, 3 листика, все, понял, все нормально, все, проходим. Вот так вот было. Сейчас было абсолютно не так. Ну, давайте все по порядку. Смотрите. Когда мы вылетали на Тенерифе, понятное дело, никаких проблем нету, все в добрый путь, все зависит от авиакомпании. Главное условие, чтобы у вас был, как говорится, действительный биометрический паспорт, у которого срок действия не меньше 3 месяцев, если я не ошибаюсь, могу там плюс-минус ошибиться, да, то есть если до конца паспорта осталось 2 месяца и меньше, то вас не посадят в самолет, все, главное условие. Прилетели мы на Тенерифе, идем обратно же, проходим, да, тоже проверку, смотрят наши паспорты и просто миграционный, да, офицер, то есть либо таможенный, да, офицер, как правильно, просто они общаются друг с другом, он просто вот так вот открыл, просканировал 1, 2, 3, все, Ола, Кока-Кола, заходим. Вообще, он даже не посмотрел вот так вот, ну, тот человек или нет. Просто 3 человека, 3 паспорта, все, залетаем, тратим денежки на нашем прекрасном острове, да, никаких проблем. Когда вылетали обратно, тоже со стороны испанцев никаких проблем просто вообще нету. Приезжаем мы в Дублин и идем обратно же, да, к своей стойке, то есть к той, где написано, ну, для тех, кто не в Евросоюзе. Стоим, подходим, и начинается не то, что самое веселое и интересное, но немножко с нашей стороны была, ну, ошибочка, да, просто в попыхах достали то все и по привычке просто дали свои старые желтые листы. Кстати, посмотрите, как они отличаются, видите, раньше все писали от руки, а сейчас все уже делает принтер, то есть все вводится в компьютере, а тогда все писалось от руки. Вот видите, был все-таки еще такое, да, человеческий труд. При тебе прям это все вводилось, вбивалось, да, брался твой паспорт, все это списывалось прям при тебе. Но это было у нас так. И мы даем, женщина на таможне стоит и открывает же, берет, смотрит и понимает, что это старый, да, образец. То есть уже понятно, она говорит, у вас типа нету новых. Мы такие, сори, конечно, все есть. Достаем и даем новые листики. Но видите, их всего лишь 2. Почему? Потому что у меня нету еще желтого листа. У меня есть ARP-карта. У моей жены есть ARP-карта и желтый лист. То есть у моей жены полный комплект. У сына желтый лист. Больше у него ничего не должно быть, ему 13 лет. И получается, у меня нет желтого листа. И обратно же мы даем 2 новых желтых листа, но забываем про ARP-карты. Она говорит, а где 3-й лист? Его нету. И я говорю, да, у меня нету. Она говорит, а что у тебя есть, как бы, на каких основаниях? То есть начинается такой диалог, и я понимаю, что мы не дали сразу эти ARP-карты. То есть мы даем ARP-карты, она сразу смотрит на дату. Все, говорит, окей, но знаете что?
что желтый лист, вначале вы не должны, можете его не показывать, если вы украинцы, все понятно по паспорту. Сразу предоставляйте ARP-карту, то есть уже сейчас на таможне, я потом спросил дополнительный вопрос, говорю, а что вот эти листы уже, типа, ну, если у меня нет карты, да, она говорит, ну, если у тебя нет карты, то, ну, есть просроченная, то ее, конечно, показывайте, то есть вообще без карты будет к вам вопрос, если у вас вообще нет карты, то есть на каких основаниях, как ни крути, желтый лист желтым листом, ну, а вот эта вот карта, она является доступом к официальному, к проживанию в Ирландии, то есть к легальному проживанию в Ирландии, как ни крути, как и было до всех украинцев, это ARP-карта с тем или иным штампом, понимаете, у нас штамп 4, так что если вы куда-то сейчас летите, я записываю это видео в апреле 2025 года, то знайте, что если какого-то документа у вас нету, то берите просроченный документ. Нет нового желтого листа, значит просроченный желтый лист, в смысле, ну, старого образца, да, имею в виду. Нет новой ARP-карты, берите старую ARP-карту и показывайте, предъявляйте, и тогда это все нормально, вас пропустят, будут вопросы, спросят, вы покажете этот номер заявки, который написано, что вам одобрено, и вам просто нужно подождать там сколько, 10-14 рабочих дней, хотя я уже свой желтый лист жду 2 месяца, если я не ошибаюсь, то есть как бы это все эти сроки, понятное дело, под вопросом, они плавающие, так что вот такая вот ситуация, нас пустили, но мы просто, это был наш, да, с нашей стороны косяк, нужно было сразу дать новые желтые листы просто и новые ARP-карты. Ну, в попыхах как-то у нас папочка здесь достали не то, дали, потому что, знаете, почему так случилось еще? Потому что, я не сказал, раньше ничего вообще не проверяли. Даже эти карты ARP просто смотрели паспорт, ага, Украина. Смотрят желтый лист, ага, 3 штуки. Максимум один раз у нас имена он сверил, все нормально, все, проходим. Печать поставил и все. То есть раньше было более толерантно и меньше проверялось. Сейчас, конечно, уже не сравнится с тем, что было в 22-м, 23-м. Начиная с 24-го уже, и вот уже 25-й, немножко все изменилось. То есть немножко стало все жестче, более тщательная проверка, и уже более к вам уже намекает на то, что дружочек, пирожочек, я извиняюсь, желтый лист ваш это хорошо, но вот эта вот карточка под названием ARP, она является главным документом того, чтобы вас впустить на наш прекрасный изумрудный остров. Так что, ребята, вот это в будущем для украинских беженцев будет главный документ, по которому мы сможем здесь находиться в легальном поле, это первое. И второе, ну вообще, да, передвигаться, в смысле, уезжать, приезжать из Ирландии. По-другому никак. Желтый лист превратится, конечно же, скоро в тыкву. Так что знайте, все спокойно, все нормально. Впускает, выпускает, но уже более тщательно документы проверяют. То есть каждого человека проверяют. Такое было впервые, что желтый лист, все сверялось по паспорту, все читалось. То есть она даже там какие-то заметочки себе что-то там выписала, я так понял, по ребенку, сына что-то там выписала, не знаю точно. То есть все вот так уже на строгом. Не на легком, на спокойном, уже все на строгаче, знаете, типа, надо все уже смотреть досконально, правильно. И мне понравилось еще, что печать теперь была раньше такая серенькая, да, а теперь смотрите, какая красивая, зелененькая, видите? Ирландская печать теперь зелененькая. Ну и вот моя виза литовская. У меня есть литовская была, польская, чешская, немецкая. Рабочих виз хватает. Так что египетская даже, вот, да, когда ездил отдыхать. То есть у меня паспорт такой красивый, интересный. Тут очень много у меня различных штампиков, пересечений границ, как-то так. Вот теперь такая ситуация на границе на апрель 25 года в аэропорту Дублина. Знаете, приезжайте, улетайте, все хорошо, но имейте все документы, даже если они просроченные, лучше с собой их брать и предоставлять, потому что не будет ничего, будут к вам, конечно, вопросы. Всем добра, позитива, хорошего настроения, быть добру.